Всем привет, друзья! Это канал Magic 5, и прошла ровно 1 неделя с начала войны, и наша жизнь изменилась кардинально. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Триває війна. Повномасштабна, терористична війна проти нашого народу. Мы провели целую неделю под землей, где у нас был доступ к внешнему миру. Опасно, и мародеры обворовывают жилые дома, а на дорогах водителей расстреливают. Мы вынуждены выйти из подвала, чтобы найти ресурсы для дальнейшего выживания. Да я снимаю. Это могло быть наше последнее видео. Военные. Убирай камеру, что? Очень тяжело осознавать, что братские народы так страдают. Причем это так же больно, как и для украинцев, так и для русских. Курсы евро и доллара в России за последнюю неделю несколько раз обновляли исторические максимумы. Макдональдс уходит из России. Санкции Запада бьют по всем сторонам российской экономики. Сейчас приходят сообщения о возможной блокировке платформы YouTube. И СМИ вчера уже понесли информацию о полном отключении Apple Pay. В некоторых обменниках РФ курс уже достигает 300 рублей за доллар. Удавка на шее затягивается. Множество идет санкций, от которых страдают просто невидимые жители. Ебало, конечно, рядом. Фух. Смещаемся вниз. И вот так вот каждый день. И вот так проходит полностью вся неделя. Если ты дежуришь сверху, происходит какой-то взрыв, ты резко бежишь вниз. Очень хотим показать вам, что изменилось за эту неделю в нашем доме. Первым делом мы немножко сделали лучше здесь место для детей, потому что у нас есть пополнение. В наш дом попало еще больше людей, которым нужно укрытие, и множество из них — это дети. Парни, ну что, как у вас дела? Нормально. Нормально? Ребята вон смотрят разные мультики, играют в разные игры. И когда мы дежурим, мы понимаем, что если ты просто уснешь и что-то пропустишь, может произойти что-то неладное, и плохо будет даже не нам, а детям. Вот, кстати, мой попугайчик, посмотрите. Мое сердце обливалось кровью, когда я понял, что я, возможно, в последний раз в своей жизни увижу своего попугая. И наконец-то мы смогли добраться до своей квартиры и его забрать. Просто посмотрите, какое. Привет. Привет, хороший. Привет. Как тебе дела? Нормально, слава богу. Осторожно, у нас здесь уроки. Хорошо. Показал, как все обклеили, для того, чтобы если произойдет от Луны удар, чтобы стекло, которое полетит, чтобы максимально его сдержать. Еще когда мы только начинали снимать, взрывы были очень далеко. Но сейчас взрывы приближаются к нам, и нам нужно принимать новые меры. Вот. У нас первая собачка. Зовут Ричард. Привет. Скажи привет. Хорош, все будет хорошо. Здесь мы построили, ребятам, игровую зону, чтобы можно было думать не только о войне, а хотя бы на пару секунд думать о чем-то хорошем. Ребята, как настроение? Нормально. Какое себе? Держать собак вот здесь, чтобы они особо не пересекались с другими животными. Это намного жестче, чем у людей. И они впадают настолько сильно в панику, что перестают себя контролировать и прячутся по всем углам. Поэтому мы их закрыли в отдельном предбаннике таком для их же безопасности. Ребят, посмотрите просто в глаза Вольта. Здесь вообще нету окон, кроме вот этого. Вообще, на самом деле, друзья, у нас просто, я не знаю, какие-то царские условия, потому что мы здесь все для девочек обустроили. Если ты включаешь, то включается обогрев. И на самом деле, тут даже есть PlayStation. У нас иногда есть небольшие перебои с интернетом, но в целом нам повезло. У других людей все гораздо хуже. Правда. Мы еще взяли вот такие вот картонки и полностью закрыли выход. Там находится бассейн, кто знает. Мы все полностью пообклеивали и позакрывали, потому что если произойдет какой-то взрыв, стекла будут лететь в нас. И наша задача была обезопасить всех, чтобы ничего не произошло. Здесь все мы позакрывали чемоданами. Это наши чемоданы. Они имеют вес, поэтому
Мы ими приперли дверь. Также здесь еще заклеили от сквозняка, чтобы людям, которые здесь находятся внутри, было тепло. Я никогда не мог представить, что на протяжении целой недели мы будем жить просто в спортивном зале. Ну, у нас это подвал. Вот так выглядит то место, на котором мы спим. Кстати, вот сейчас один из наших людей спит. Здесь мы просто вывалили всю одежду, чтобы каждый человек мог просто что-то на себя быстро надеть, в случае чего, если ему холодно. Но самое интересное, посмотрите, снизу находятся вот такие огромные резиновые квадраты. И мы придумали просто гениальную вещь. Вот там вот на самом деле окна, и это первый этаж. Если снаряд прилетит, то вот эта штука, она очень тяжелая, толщина вот такая, Вот палец, чтобы то она хотя бы немножко заглушит удар. и остановит осколки, которые будут лететь вот сюда на всех людей. Все, мы будем сейчас выезжать на ближайшую заправку. Сейчас наша задача как можно быстрее поехать и заправить полный бак, чтобы вообще мы могли выехать из города. Сейчас самый главный ресурс в нашем случае это бензин. Я не знаю, получится ли у нас вообще заполнить наши машины бензином, потому что заправлять можно по 20 литров. Раньше мы в машине ехали, включали музыку, а сейчас ты открываешь окна просто потому, что тебе необходимо слушать взрывы. Я доехал до заправки. Это пока ближайшая заправка, куда-то дальше ехать, честно, даже сил нет. Стоять где-то около час-полтора, наверное. У меня сейчас практически пустой бак. И раньше, когда ты стоял в пробках, ты мог себе позволить сидеть в тепле. Сейчас приходится делать вот так. Ты подъехал, поставил на паркинг и выключаешь двигатель. Все потому, что сейчас просто так топить бензин строго запрещено. Это полная жесть. Мы простояли более 2 часов в этой очереди, и по итогу вот все, просто перекрыли заправку, и она уже не работает. Вы понимали, даже военную скорую помощь не пускают. Настолько все жестко. Подошел вот этот мужик с заправкой и говорит, что все, даже не ждите. Где-то недалеко от нас произошел взрыв, вырубился свет, и теперь невозможно будет заправиться. Вот такая ерунда, вот такие вот реалии. Где искать эту заправку? Я просто, я в ахере, не знаю, что делать. Сейчас к нам подошла женщина и сказала, что напротив заправка, ее только открыли, и там вроде как нет очередей. Будем ехать пробовать. Вот как она выглядит. Я не знаю, что тут заливают. Вроде бы как очередь гораздо меньше, чем там. Я стою в очереди, и я слышу по громкоговорителю только наличка. То есть карточки не принимают, у нас нет наличных денег, мы не сможем заправиться. Мы только что уехали из той очереди, придется еще дольше стоять. Бензин-то уменьшается. В общем, нашли еще какую-то заправку. Тут очередь еще в 3 раза больше, чем на той заправке. Я даже отсюда не вижу саму заправку. А вот сейчас я если честно. Только что на моих глазах, я это даже успел заснять, упал снаряд или же вылетел снаряд. Невероятно сильно потряслась вся земля. И это было буквально в километре от нас. Вы еще говорите, что они мир несут. А еще я узнал, что то была реально ракета, которая летела сюда, и ее сбили. Вот я своими глазами увидел, как сбили ракету, которая летела в мирный город. Здесь нету военных зданий. Но после этого вы будете вообще верить в то, что здесь не убивают мирное население? Вон у нас осталось еще буквально 3 машины, и все. Thank you so much for coming in our country. Thank you. Ну, вот так мы встретились с какой-то прессой. Сейчас очень много людей приезжает в Украину для того, чтобы рассказать правду, что здесь действительно происходит. Ну что, ребят, у нас полный бак, слава богу, 92-го бензина, правда, не 5-й, но это уже хорошо, отправляемся в офис. Меня только что остановили, проверили документы. Слава богу, у нас ребята очень хорошие, они сразу поняли, что все нормально и пропустили. На часах 8 утра у нас только что закончилась смена. Наши ребята уже поехали набирать воды. Не во всех магазинах есть вода, поэтому ребята набирают на ближайших скважинах. Слышно выстрелы, слышно было недавно. Здесь пролетал истребитель. Все говорят, что сейчас опасно куда-то вообще выдвигаться, но за нашими спинами очень много людей, которым нужна еда. И мы с Никитой сейчас поедем в магазины в поисках еды. С нами поедет Валик. Да, это тот самый человек, который монтирует, он вообще один остался. Хорош. Больше рук, тем лучше. Ты взял с собой паспорт? Просто как бы ситуация в том, что если ты куда-то выезжаешь, везде проверяют твои документы, потому что сейчас военное время, и ты можешь быть каким-то дезертиром. Только что реально так уебал истребитель. Я это услышал внизу.
холодно, но говорят, что нужно ездить с открытыми окнами, чтобы на блокпостах было меньше вопросов. А еще в такое время безумно сложно снимать. А самое стрёмное, что рядом с нами находится город Буча и город Гостомель. И там сейчас происходят очень жесткие бои. Если увидишь блокпосты, не снимай. Это понятно. Все перекрестки сейчас не регулируемы. И ты должен посмотреть обязательно и налево, и направо, и, внимание, наверх. Очень часто в Киеве и из-за воздушной тревоги нас атакуют именно взрывы с помощью ракет. Когда проезжаешь рядом с такими местами, ты думаешь, что это какой-то сон, если честно. Потому что в свое время мы здесь проезжали, и все было нормально, все было хорошо, здесь ничего не было. Сейчас посреди дороги просто куски металла и куски бетона. Магазин еще не открыт, люди уже стоят. Кстати, да, людей там немало. Ну что, опять же, как говорит Борода, первым делом ты делаешь шаг, смотришь наверх, в городе ничего нет, кроме ворот. Доброе утро, называется. Люди просто стоят в очереди, уже настолько сильно адаптируются ко всему, что ничего не боятся. Это правда, первые 2 дня было самое страшное. 3-й, все, ты уже адаптирован. Когда-то вот это все было заполнено машинами, но не сейчас. Все только что нас запустили, люди прям ускоряются, потому что нужно успеть позабирать с пола то, что может помочь тебе выживать. Мне на самом деле очень интересно, как изменилась ситуация. Нам нужно тележки. Я возьму. Первая наша задача — найти что-нибудь мешное, потому что в основном это дефицит. Потому что, посмотрите, все полки перекрыты, очень многих полок просто нет. И мы сейчас с вами направляемся сразу бегом. Угу. Блин, кстати, алкоголь не продается. Но это правильное решение, я считаю. 100%. Как видите, друзья, достаточно дешевую воду разбирают первым делом. И это сейчас. А мы первые, кто зашли в этот магазин. И уже чего-то нет, понимаете? Так, как видите, молочка здесь, там яйца еще немножко пустая. Все, что касается разных консерв, что касается разных там пельменей, того, что хранится, в целом это еще есть. Но иногда ты заходишь и вообще ничего нет. Мы были здесь буквально 2 дня назад, и здесь вообще ничего не было. Да, ребят, сосиски это то, что очень-очень спасает всех. Причем, чтобы вы понимали, мы сейчас можем забрать все, но мы не будем это делать, потому что нужно оставить тоже другим людям. Мы сейчас с Бородой вспомнили, что первым делом нужно купить хлеб. Это дефицит дефицита. Посмотрите, вот полка с хлебом. Вот, посмотрите, хлеба нет. Нигде нету хлеба. Остается какая-то выпечка. И вон, ребят, посмотрите, чуть-чуть хлеба осталось. А 2? Да, 2 буханочки. Что давай? 2 буханочки давайте. Спасибо. Да. Мы нашли лайфхак. Тут, оказывается, можно давать только 2 буханки хлеба на человека. Нас 3, поэтому мы смогли взять 6. Нас как бы 40 человек ждет. Нам нужно на всех 40 выдать. Мы взяли огромное количество домашних пельменей, всяких вареников. Потому что замороженные вещи, они очень просто готовятся и при этом очень долго хранятся. А хранение — это, наверное, одно из самых главных. Посмотрите, как разбирают овощи. У нас очень много детей в убежище, поэтому мы хотим их порадовать. Возьмем какие-то им желейки, конфетки, печеньки, все, что может им в это трудное время им дать улыбку. Ждем ребятам какао. Пытаемся сделать для детей атмосферу какого-то легкого праздника. Но каждый раз, когда кто-то говорит, что идет какая-то опасность, дети очень расстраиваются, и их эмоциональное состояние зависит исключительно от нас. Никто другой не поможет. А еще необходимо какой-то сок, особенно детям. Давайте еще какой-то апельсиновый возьмем. И мультивитаминный. Из-за того, что не хватает постоянно сна, хочется очень сильно сладкого. И особенно нашим девушкам, потому что мы наших девочек очень любим, и хочется их тоже как-то радовать. Поэтому я возьму большой киндер. Вот так. Предлагаю каждому ребенку взять по киндеру. И мне кажется, что мы что-то
не очень понимаем в выживании, поэтому мы взяли именно самое необходимое. Это чипсы и кола. Вот, ну это личные просьбы некоторых людей. Здесь возьми. Это реально, просто очень многие хотят чего-то вредного, знаете, потому что постоянно кушаешь каши, да, хочется чего-то вот такого вредного. А только 10 часов утра, посмотрите, какая очередь. Причем на полках уже практически ничего нет. Фух. Пиздец, просто разрезают посредине. Да, топливо везут. Ну вот, сейчас включилась сирена. И здесь направо. Направо здесь? Да. Заезжай справа сразу, моя. Я очень сильно хочу забрать гитару и проверить вообще, что у меня дома, потому что я дома не был с того момента, как началась война. Друзья, я вернулся в свою квартиру спустя 7 дней, и я так сильно хочу вернуться сюда снова, потому что здесь просто все как осталось, были открыты дверки. Так все на данный момент и есть. Просто, видите, с утра я настолько быстро убегал, что я не заправил постель. Вся моя одежда находится до сих пор здесь. Везде всякий бардак. Я заехал забрать PlayStation, потому что у нас есть все-таки пацаны, которые хотят отвлекаться от войны. И я думаю, маленьким парням будет приятно, если они поиграют. Я безумно сильно хочу, чтобы это все закончилось, и мы вернулись к мирной жизни, друзья. И я еще забрал с собой свою гитару, которая мне очень дорога. Фух. Я надеюсь, я сюда еще вернусь. Короче, мы сейчас ехали, и какой-то взрыв произошел сзади нас, и нам что-то подсказывает, что мы словили какой-то шуруп, блин. Сейчас выйду посмотрю. А? Да не. Что это было? Это хуйня отпала. Нет, так я жопой вибрацию почувствовал, вот что дело. Ну нормально все. Ну ты видишь, что все нормально? Вижу нормально. Ну давайте ехать пока нормально. Очень странно. Снимай, наверное. Да я снимаю. Самое страшное в такие моменты, чтобы не возникла паника и люди на красном свете начали ехать. Вот только что так и было. Потому что да, вот только что при нас люди, некоторые запаниковали, начали ехать на красный свет, а это аварийная ситуация. Очень стрёмно, на самом деле. Мы сидим в машине, а по вибрации слышно в спину, как отдает военные. Убирай камеру. Сегодня в 17:00 по киевскому времени мы ждем вас на Твиче. Ты сможешь задать любой вопрос лично каждому из Magic 5. Ссылка в описании ролика. До встречи!